Вітаю, дорогі друзі! Сьогодні відповідаю на ваші запитання. Як зробити і спекти багато пиріжків, щоб не перекисло тісто? Здесь у меня 3 килограмма теста. Разделывать и выпекать его буду по очереди. Это сдобное тесто, одна порция которого замешивается на стакан молока. Идет там 4 яйца, 150 грамм сахара. В общем, рецепт и ссылку на его подробное приготовление оставлю в описании под этим видео. Замесила 2 порции. Отрезаю кусок теста ровно столько, сколько мне надо для пирожков на 1 листик. Остальное я обминаю, подкатываю в шар. Вот такое оно красивое, гладкое. И это тесто очень вкусное. Возвращаю в миску, одеваю на него шапочку и выношу в прохладное место, чтобы оно не так активно подходило. Это может быть прохладная комната, балкон, коридор, холодильник. В общем, там, где ему будет не жарко. А это тесто делю на кусочки весом по 50 грамм. Пирожки делаю небольшие. Подкатываю их в шарики, выдавливаю большие пузыри воздуха, а потом краешки подтягиваю в середину, тоже придавливаю, переворачиваю гладкой стороной вверх и округляю. Прижимаю к столу, обхватываю пальцами. Так лучше подкатываются шарики, уплотняется тесто. Но не усердствуйте, чтобы его верхушка осталась гладкой. Накрываю пленкой и пусть полежит 10 минут. За это время подготовлю начинку. Эти пирожки буду делать с повидлом. Оно у меня домашнее, яблочное, вот такое вот густое, поэтому разминаю вилкой до однородности, пока разойдутся все комочки. Тесто отлежалось, снова коврик смазываю маслом, не надо его много, только так, чтобы тесто не прилипало. И раскатываю каждый шарик в круглую лепешку. В разных направлениях, очень тонко не надо, лишь бы поместить начинку. И переворачиваю гладкой стороной вниз. Вот эта вот гладкая сторона будет верхом пирожка, чтобы он тоже был гладким и красивым. Мука хорошая, срабатывает клейковина, стягивает тесто, поэтому раздавите немного руками. Тесто 50 грамм, начинки 30. Этого достаточно. Пирожки получатся вкусные, много повидла. Здесь и само тесто очень вкусное. Форма самая простая, лодочкой. Прохожусь по краешкам, делаю их более тонкими. Вы когда раздавливаете, тесто немного растягивается, и его потом легче склеить. Начинка не попадает между тестом. Прохожусь еще раз по шовчику, подтягиваю его в середину, вот так вот. И вот этот вот тоненький крепешок, чтобы на донышке не было много теста, загибаю в сторону и слегка придавливаю. Смотрите, какая красота. Раздавливаю одни краешки, серединка теста остается потолще, чтобы пирожок был пышный, воздушный. Вот середину склеила, закрываю пол пирожка. Теперь эту половинку. Хорошо прохожусь по шовчику, чтобы он не раскрылся. Подтягиваю его. Не надо, чтобы пирожок был как вареник. Загибаю в сторону, придавливаю и переворачиваю. И если они у вас на листике будут лежать плотно, близко друг к другу, тогда вот эти вот боковушки смазывайте растительным маслом с одной стороны пирожка. Они легко будут разделяться, и пирожочки останутся целыми. Мне можно было это и не делать, потому что расстояние будет достаточное. Ну, это так, чтобы вы запомнили. Перекладываю на листик. Смазанная сторона к несмазанной. Накрываю их пленкой и оставляю в теплом месте, просто на кухне на столе. Отставляю их в сторону и можно начинать делать следующее. Посмотрите, как в холодильнике подходит тесто, поэтому не оставляйте его в тепле. Снова коврик смазываю маслом. Отрезаю такую же порцию 900 грамм на 18 пирожков. А это снова отправляю в холодильник. Обязательно его обминаю. Перекладываю в миску. Только миску возьму поменьше. Смазала ее маслом, одеваю пакет и вот так вот в контакт к тесту.
чтобы сверху оно не подсыхало. Я первый раз так не сделала. Хорошо, что оно поднялось под самую шапочку и сверху не подсохло. Снова ставлю в холодильник. А это раскатываю в жгутик и также делю на 18 кусочков весом по 50 грамм. Тесто прохладненькое, поэтому подходить будет немножко дольше, пока оно согреется, пока раскачается. Даже если на первые пирожки понадобится больше времени, чем вы рассчитываете, то эти все равно не перейдут. На пирожках уже подробно останавливаться не буду. Делаю все так же. Подкатываю тесто, жду 10 минут, раскатываю и раскладываю начинку. Только уже не ложкой, а мешком. Это очень удобно. Вот, тесто уже и нагрелось. Было прохладное, а сейчас уже такое комнатной температуры. Еще раз напомню, остальное стоит в холодильнике. Накрываю пленкой, все эти отставляю. А вот эти вот, смотрите, как подошли. Подходили они 25 минут. Вот за это время я уже сделала следующие. Сейчас смажу, нагрею духовку, она у меня греется быстро. За 10 минут. Если у вас дольше, то включайте пораньше. Пока она нагреется, пирожки еще немного постоят, желток на них подсохнет и колеровка получится более яркая и красивая. Здесь, кстати, 3 желтка. 2 отделила, как положено по рецепту, а 3 взяла из маковой начинки. Пирожки небольшие, поэтому смазки понадобится больше. И добавила к ним 6 чайных ложек воды. Смазываю аккуратно, не надавливая на пирожок, чтобы не осадить тесто, чтобы оно осталось такое же пышное. И следующее тесто начну разделывать только тогда, когда этот листик уже поставлю в духовку. Тесто снова хорошо подошло. Видите, в холодильнике, в прохладном месте и хорошо подходит, поэтому не оставляйте его в тепле, иначе перекиснет. Делю его на 2 куска по 600 грамм. Буду делать пирожки с маком, треугольнички, и поэтому их меньше ложится на листик. Это тесто хорошо обминаю. Перекладываю в миску, снова пакетом накрываю в контакт и ставлю в холодильник. Тесто остывает, становится плотнее, но это и хорошо, лишь бы не перекисало. Пока тесто отлеживается, готовлю маковую начинку. Здесь у меня мак был заморожен, уже растаял и вот такой вот сухой и рассыпчатый. Сюда же добавляю масло. Берите его хорошего качества, высокой жирности. Вкусное, тогда и начинка тоже будет вкусной. Ванильный сахар, обычный, ореховую крошку и белок. Все это хорошо перемешиваю до однородности. Кто уже давно на моем канале, знаете, как я готовлю маковую начинку. Получается она очень вкусная, нежная, сочная, не дерет горло. Ссылочку на ее приготовление оставлю в описании над рецептом. Зачищаю лопатку. Пирожки в духовке уже начинают колероваться. Такие красивенькие. И теперь чистой лопаткой лучше перемешается. Сейчас она станет более влажная, но не мокрая и не потечет. Начинка полностью готова, тесто полежало, немного ожило, согрелось, можно его раскатывать. Раскатывать и делать пирожки. Здесь уже не так долго, пирожков всего 12 штук. К этому времени первые уже испеклись. Посмотрите, какие румяные, красивые. Выпекались они 20 минут при температуре 180 градусов. Второй уровень духовки снизу, подогрев вверх-вниз без конвекции. Вместе с пергаментом перетянула их на решетку. Теперь его аккуратно убираю и оставляю, пусть остывают. В это же время остывает и листик. Пока я сделаю пирожки, он будет полностью холодным. И дальше разделываю тесто точно так же, в такой же последовательности. Я пропекаю в духовке по одному листику, несмотря на то, что у меня есть конвекция. Но при этом режиме дрожжевая выпечка подсыхает, получается не такая мягкая и не такая пышная. Если у вас духовка пропекает по 2 листика и выпечка получается качественная, то у вас вообще не будет проблем. Делите тесто на 2 части, не на 4, как я. И пока разделываете первое, второе все равно пусть стоит в холодильнике.
И когда уже первые пирожки поставите в духовку, доставайте тесто и делайте следующее. Первые пирожки с маком подошли, вторые с повидлом пекутся, а последнее тесто уже подкатала в шарики. Сегодня не буду вам показывать пирожки в разломе. Во-первых, тема видео другая, а во-вторых, все их надо отдать. Еще раз буду замешивать тесто на 2 порции, только менее сладкое, для соленой начинки. Буду выпекать еще пирожки с капустой. Но это уже не под запись. Вы у меня давно спрашивали, как приготовить пирожки, если замесить много теста, как их разделать, чтобы оно не перекисло. Я много раз отвечала в комментариях и старалась ответить подробно, но все-таки лучше один раз показать, это будет наглядно и более понятно. Вот столько получилось пирожков, и все они пышные, воздушные, а значит, что тесто не перекисло, не потеряло свою силу. Выпечка получается мягкая, ароматная и очень вкусная. Готовьте с удовольствием, надеюсь, это видео было для вас полезным. Ну, а якщо вам подобаються мої рецепти, діліться ними з друзями, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі. Щиро дякую за вподобайки, а постійним спонсорам мого каналу за підтримку та допомогу. Мені дуже приємно, що ви так цінуєте мій труд. І як завжди, бажаю вам всього найкращого.